И всем привет! Вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. И это третий стрим за 3 дня. Завтра будет, скорее всего, еще один стрим, посвященный предстоящей распродаже. И одной из распродаж, которая, к слову, уже идет. Одна из распродаж идет у нас уже началась на российском ритейле. Что-то из этого я в Telegram скидок, ссылка первая в описании к видео, я обязательно скину. И, разумеется, основная для большинства это 1-11 до 13-11 распродажа на Алиэкспрессе. Позавчера мы обсуждали все, что касается ТВС наушников. Вчера мы обсуждали все, что касается смартфонов. Да, на эти еще будут обзоры. Но не этот самый интересный, завтра будет самый интересный. Помимо этого, сегодня я выгрузил топ на часы. Еще раз, меня зовут Саня, это канал Польза.нет. Я финализирую под конец года или под какую-то крупную распродажу все девайсы, которые я тестирую. Вот сегодня я буду рассказывать вам о 50 часах умных, которые я тестировал. Это не единственные часы, часов тоже на канале было, как и телефонов, и наушников, и всего больше сотни. У каждого найдется, разумеется, свой покупатель, каждому найдется свой фанат. Не забываем прожать лайк. Если хотим, чтобы стрим остался, ставим 1000 лайков. Если хотим, чтобы стримы повторялись, набираем 2000 лайков. И завтра мы с вами общаемся уже по поводу сейла. Сегодня мы обсуждаем только часы. Возможно, это все будет быстро, все зависит от вас. Может быть, это будет долго. Если нас будет много, то будет долго. Если нас будет как сейчас, то будет недолго, но основную информацию я до вас донесу. Так вот, сегодня был топ часов, вчера был топ телефонов дорогих флагманов. Топ телефонов до 20 еще будет 4-5 числа. Почему? Потому что неизвестно, как Али понизит курс. И завтра будет лучший смартфон до 20 тысяч. И 2 дня назад был топ смартфона, топ наушников от $100. Топ наушников до $50, это до 3000 рублей, был где-то неделю назад, он актуален. Это мое мнение, вы его можете не разделять, но мы сегодня танцуем, как и каждый стрим, в первую очередь от моего опыта. Напоминаю политику канала. Я покупаю вещь на Алиэкспрессе в 99% случаев, получаю ее через какое-то время, там, долго и упорно жду чаще всего, делаю для вас обзор, после этого либо дарю ее, либо продаю, либо разыгрываю. Так уже идет 5 лет, как вы знаете. И, соответственно, я пропускаю ее через себя в моем понимании. Кто-то в понимании пропускает через себя вещи, когда он получает их в магазине, потом отдает в магазин, и все нормально. Вот у меня такой подход, и любой подход, это хорошо и правильно. По поводу часов, почему я ношу сразу спойлер Apple Watch? Я бы вообще ничего не носил, честно, они идеальны для подсъема. То есть, если нужна какая-то картинка, цвет, блеск, красота. Плюс их не потеряешь, я выбрал красные. На этом мы остановимся. Почему я ношу, помимо Poco F3, iPhone? Потому что я в основном на яблоке снимаю ролики. Если бы у меня были какие-то другие задачи, разумеется, я бы им не пользовался. Почему? Потому что даже какие-то там банковские программы толком устанавливаются сейчас только через танец с бубном. Мы уже познакомились, я думаю, что все меня знают. А по количеству различных, не знаю, соцсетей, которые у меня есть, ну вы и так в курсе, что есть телеграм-канал скидок, там уже больше 75 тысяч человек. Им, еще раз повторяюсь, как пользоваться. Вы знаете девайс, заходите в этот Telegram, смотрите, допустим, 3-4 дня, ничего интересного, окей, вбиваете в поиске название модели и смотрите, сколько она стоила. И от этого танцуете. То есть, если вы увидели какую-то цену в моей телеге, там полгода назад был, допустим, курс 50 рублей за доллар. Но нас это трогать не должно, мы покупаем за рубли, и таким образом вы можете примерно прикидывать, что интересно, что нет. Сейчас я еще добавляю хэштег sale, это на вот эту распродажу. Последние 3 дня какие-то вещи я подкидывал. Сразу, так как мы уже в теплой компании друг друга знаем, встречаемся в основном, по поводу Global ROM и Global Version. Очень много всяких разводов, даже у Asus, даже у официалов от Xiaomi, псевдоофициалов миллионных магазинов. Чем отличается Global ROM от Global
Global ROM — это глобальная прошивка, то есть это может быть китайский аппарат на глобальной прошивке. Если у вас Global Version, это изначально глобальная версия аппарата. В чем плюс глобальной версии? Если это телефоны, то там точно наличие бенда в 7-20, он будет, скорее всего, лучше ловить, но не всех это телефонов касается. И плюс у вас не будет китайской вилки в комплекте, то есть вам не нужны будут переходники, либо какие-то удлинители. В чем плюс Global ROM? Это прошивка на китайскую версию, допустим, в тех же планшетах, вот я сейчас постил. Первое, это то, что вы сможете у продавца, если сделаете скрины и вырезки вот этой страницы, на которой вы покупаете, а там будет Global Version или глобальная версия на русском языке написано, а вам придет перепрошитая версия, вы сможете вернуть часть средств, притом большую, потому что, ну, это обман чистой воды. И второй вариант, чем это хорошо, в основном есть такие моменты, допустим, у наушников, ТВС-наушников, у Huawei FreeBuds 4, они у меня, кстати, здесь тоже лежат, вкладышей, есть беспроводная зарядка в китайской версии, в глобальной версии беспроводной зарядки нет. И теперь благополучным образом, после того, как вы, еще раз повторяюсь, прожмете лайк, вспомните, что вы на канале Пользы.нет и меня зовут Саня, вспомните, что мы набьем 1000 лайков, я оставлю этот стрим, я начну вам рассказывать про умные часы. Каждый девайс, почему я отдельно делаю стрим по наушникам, отдельно делаю стрим по часам, отдельно делаю стрим по телефонам, по той причине, что каждый девайс вот этот, несмотря на то, что вроде бы он простой, он всегда сложный. Это неправильно, это тяжело и вполне возможно, ну, они взаимозаменяемы уже практически наушники. Да, они не могут заменить вам телефон, но часы уже реально могут заменить вам телефоны. Завтра, к слову, где-то в 11 я начну, наверное, стрим, но если там будет 300 онлайн, то его продолжу на несколько часов. Если нет, пару часов расскажу из того веселого, что я нашел, потому что у меня смутное ощущение, что 1 ноября будет специфика жира, основная там веселье будет 11-го, то, что недопродадут, но неизвестно, что будет завтра, и мы прекрасно это с вами знаем. Поэтому начнем все-таки с 10 правил, как выбрать умные часы. Они очень простые, вы о них знаете, их обязательно для себя надо выписать на бумажку. И для чего я их начинаю? Потому что есть у вас наверху с пользой скидкой, конечно, я хочу, чтобы вы туда подписались, еще что-нибудь. Но помимо этого есть очень удобный мне лично канал, это болталка наша. Нас там больше 13 тысяч человек. И вот по этому ТЗ, техническому заданию, вы должны спрашивать про часы. Полностью. То есть первая вещь, которую вам нужно понять для себя. Сколько вы готовы отдать? Ценник. Если у вас нелимитированный ценник, то там вообще танцы простые. Яблоко берете ультра, если огромные, или 8-ю версию. Все забыли. Или SE, если хотите сэкономить. Если у вас Samsung, разумеется, у вас вариант только Samsung. И там уже варианты, где купить, какая гарантия, какие особенности LTE-шной версии, не LTE-шной. Проще говоря, вы всегда должны понимать потолок. И, разумеется, если у вас смартфон стоит 15 тысяч рублей, танцевать от часов, которые стоить будут 15, ну, друзья, лучше продадите смартфон, купите себе за 30-ку Realme GT 2 Pro, который уже почему-то стал не глобальной версией, даже не перепрошитой. Вчера я рассказывал, что бегите его покупайте. И по этой ссылке продавец уже поменял название, просто вместо глобальной прошивки стал просто Realme GT 2 Pro, но уже с Play Market, чтобы вы понимали, как это работает. То есть, если вы видите ссылку, когда я ее видел, я пишу. Где-то через 20 минут продавец может увидеть, что его что-то начали покупать. И после того, как начали покупать, он раз может поменять цену, может поменять описание, даже товар иногда меняет. То есть это дичь, даже состояние товара. У Самсунгов так бывает. Когда у них очень веселые цены, я, допустим, я уже не постю так. Потому что у них появляется версия БУ. То есть ты постишь новый, заказал, вроде бы тебе делают отказ, а остальные заходят такие: о, должен быть новый, и заказывают на автомате. А там уже прописано в кэше, что это БУ. Так что ценник понимаем, и с этим ценником идем дальше. Дальше мы приходим к довольно забавной вещи. Это размер. Потому что вполне возможно 40 мм, 44 мм. 46 мм. Вам будет казаться, что ваша рука, она эпична. Ну вот максимальный Apple Watch большие на моей руке выглядят, если честно, несуразно. То есть я объективно понимаю, что мне подошел бы больше вариант с женским. Я не знаю, почему я в жаре еще больше худею. Я, если так, 75 килограммов, на жаре 71, как не ем. И это особенность. То есть вы должны реально понимать, какой вам размер нужен. Это не ремешок, вы его не поменяете. Понимаете ценник, понимаете размер. Не стройте ложных иллюзий и не льстите себе. Помните, что вам это носить с верхней одеждой чаще всего. Свитер, кофта, рубашка,
что-то будет цепляться, что-то будет мешать. Если вы не габарит, а часы будут габаритом, то вы очумеете зимой, осенью и весной. И вроде бы это элементарно, но это очень важно. И обязательно с этим решить для себя. Третий вариант – это локация. Вот все вроде бы просто. И вы такие, я могу взять китайскую версию чего угодно, да, с одной стороны. Это же не телефон, а не тут-то было. Допустим, LTE-шная версия Apple Watch может быть активирована не на территории Российской Федерации, а потом работать на территории РФ. Но вы ее должны активировать где-то в другом месте. Понимаете? И вот так ты танцуешь. То есть вроде бы тебе важна локация, а вроде бы нет. Где-то глобальная гарантия, где-то не глобальная гарантия. И если это дорогие девайсы, китайской версии или нет, это важно. Плюс это важно, допустим, когда вы покупаете умные часы Xiaomi. А у умных часов Xiaomi нет русского языка. Может быть, как-то можно накатывать, но это реально проблема. То есть ты покупаешь девайс себе за 10-15 тысяч, и ты такой, я буду изучать английский. Хотя вы никогда не интересовались, а даже если вы знаете его и вам удобно, вы всегда должны помнить, что вполне возможно вам придется это дело перепродавать когда-то. А глобальную версию, как вы понимаете, продавать намного в разы легче, чем продавать китайскую версию. Еще раз повторяюсь, не забываем прожать лайк, с болталки зовем людей, если кто придет, это хорошо, будем дальше обсуждать. Так вот, по локализации мы решили, то есть локальная, глобальная версия, китайская версия, важно читать все. Там может быть тоже отличий море. Вроде бы вам будет казаться, что это не так, но это так. Все вопросы по поводу часов будут отвечены мной после того, как я перечислю эти 10 пунктов и перечислю смарты. Часы, о которых я рассказываю, про них мы можем дискутировать, пока я рассказываю. Потом я буду отвечать на вопросы. Четвертое – это материалы. Керамика, металл, еще что-то. Это вроде бы, опять же, тоже вам может казаться, что не важно. Пластик. Но от чего-то у вас, во-первых, может быть аллергия легко. Во-первых. Во-вторых, вам будет тактильно, может быть, просто тупо неприятно, если это не керамика. И да, кто-то может с дешманским пластиком там за 2000 рублей носить часы. Но если у вас, в принципе, проблемная кожа, то либо их вообще не носите, либо находите себе что-то, что будет более-менее достойно. Почему такой подход? Потому что вы контактируете с этим. Возможно, с этим вы будете спать. Не только с ремешком, но и с корпусом. И если вам сегодня кажется, что это все не важно, а лето придет и у вас будет отслаиваться кожа, а девайс 25 тысяч, 35 тысяч, и вы такие, я зарплату отдал. Опять же, это неразумно, по моему мнению, но у всех свои радости жизни. Так вот, кстати, как звук, как свет, я сейчас включу прохладу, если у вас будет проблема с кулером, писать. Со звуком и со всем остальным. Всем еще раз привет, огромное спасибо, что пришли, всех безумно рад видеть. Дальше, это четвертое, материалы. Разумеется, желательно материалы ремешка адекватные. И помним, что если это топовые бренды, у вас будут оригинальные ремешки, которые вы легко сможете купить. Они будут стоить примерно так же, как смарт-часы других дешевых брендов. И не обязательно третьего эшелона. Но вот так. Дальше. Пятое. С каким смартфоном будете использовать? Программное обеспечение. То есть, если у вас Samsung, лютая дичь спрашивать, Саня, а какие ограничения, если я буду носить Apple Watch? Большие ограничения головного мозга, в моем понимании. Почему? Потому что экосистема важна. То есть вы переплачиваете всегда за экосистему. Если вам кажется, что вы приобретаете какой-то девайс, и, в принципе, можно вообще не беспокоиться о нем, что у вас другой смартфон. Нет, под Xiaomi надо брать Xiaomi, под Huawei Huawei, под Meizu, под Apple Watch, либо какой-нибудь Dashman, который вас не особо будет трогать, и все. Ну, то есть дальше думать не надо, за вас уже подумали. Вы выжмете максимум только из того девайса, к экосистеме которой у вас привязан смартфон. И все. Понятно, что вам, может быть, внешне будет что-то больше нравиться, меньше нравится, но это уже дичь. Если, опять же, это не супер дешевый девайс, там какие-нибудь Мибра за 2000 рублей, еще какая-нибудь такая лабутень. Дмитрий, огромное спасибо за информацию. Иван, привет. Всем привет. Не забываем прожать лайк. Набьем 1000 лайков. Оставим это дело. И вопрос дня будет: набьем 2000 лайков. Мы совершенно свободно с вами сможем завтра еще встретиться на стриме подольше. Для того, чтобы решить, что где покупать. Возможно, вам будет это полезно. Ну и мне, может быть, будет полезно.
потому что я тоже собираюсь завтра закупаться, как и все. Видео видно, правда, в небольшой дымке, а по-другому, к сожалению, я не смогу. Я не знаю, что с камерой, но это обычная камера веб. Веб, может быть, меньше чуть-чуть света, и она будет чуть-чуть лучше, но мне кажется, что не будет. Не будет, ну ладно. Следующий момент. Наличие GPS, NFC, eSIM и физических симок. Давайте, в общем, с этим пунктом поступательно. Смотрите, вот в таких часах дорогих есть возможность заводить eSIM. Если они глобальные, то вполне возможно, они будут работать со всеми операторами, в отличие от Huawei, которые все пиарят, и я их ставлю на высокие места, но мы помним, я, допустим, великолепно помню, как Huawei, заряжая свое устройство, работает там с одним банком в России, с двумя операторами, которые и то не во всех регионах есть. Ну, в общем, они очень любят дичь, они очень любят, чтобы умалчивали все по поводу этого. Это у них удачно получается, потому что кто-то, кто приобретет просто так Huawei, чтобы рассказать, что это днище, и они очумели, ну, это нужно быть отменным идиотом. Ну, ты теряешь подписчиков, теряешь фанатов Huawei, а не приобретаешь ничего, по большому счету, кроме проблем и минуса в стоимости часов. Так что, физические симки только в... Как же эти часы звали? Я покупал их. Ну, в общем, все, что имеет физические симки, сразу, это дно. То есть это третий эшелон, оно у вас может проработать месяц, может проработать 1,5 дня, может проработать год, наверное, у кого-то. Очень много немецких каналов у всяких старичков, которые только о них и рассказывают. Эти бренды дышат наладом, если вы видите где-то физическую симку. Но я про них рассказывать не собираюсь, потому что я их не рекомендую. Вообще никак. Если брать eSIM, есть бренды первого эшелона, есть, допустим, TicWatch. Ну, вы поняли. Вот, я про них тоже, к сожалению, расскажу, про одну из их моделей, она более-менее попсовая, ее более-менее можно будет там через месяца 4 продать какому-то человеку, который ничего не знает про TicWatch, если вам, когда она вам не зайдет. Вот, но мы тоже про нее забываем, есть бренды первого эшелона, Huawei, Apple, Samsung, и там уже можно заводить eSIM. Но нужно сидеть на форумах, и помните, форумы чистят. То есть, какой бы вы форум ни предполагали или не писали, Саня, там, я там посмотрел, форумы чистят, они ангажированы. То есть, если вы придете туда и напишите, что не работают никакие банки, это вообще днище, не покупайте, ну, вы не увидите просто там себя и потом своего сообщения и всех аккаунтов, которые вы будете заново заводить. Поэтому по поводу eSIM-ки, eSIM, нужно заморачиваться заранее, притом люто, спрашивать желательно у владельцев, у регионов, и уточнять, как они вообще в принципе ловят, как у них микрофон и динамик, потому что зачем вам eSIM и как у них автономность. Когда ты заведешь туда симку, будут ли эти Apple Watch, допустим, жить хотя бы день. Правильно? Потому что это разряд будет и гигей, и йо-хо-хоу, если вы будете в сети. Так, это крутая тема, это отлично. GPS-модуль, он практически must-have для всего. GPS-модуль есть даже в часах за 2500 рублей. Но это такие три особые штуки, 4, ладно, физ-симки мы откидываем, 3. eSIM, NFC, GPS. Вы обращаете на это внимание и тоже от этого танцуете. Знаете, сколько обрубается, как только вы пишете, мне нужно eSIM, NFC, чтобы оплачивать. Чтобы оплачивать. То есть не все банки работают с этим NFC, не все системы. Ну, вы прекрасно знаете, что у нас и так проблемы с картами. А как проблемы с картами еще и вот с этими делами, ну, еще веселее. 6-й пункт мы закрыли, правда? То есть, 6-е правило – понять, что из GPS, NFC, eSIM и физ-симок вам надо. 7-е – это год выпуска. Возможно, модель будет убита и будет необходимость ее менять. Это очень касается, допустим, тех же MSFIT. То есть, вам нужны, допустим, часы с возможностью подключить нагрудный датчик. И вы видите у меня в телеге за 3000 рублей, допустим, стратосы те же. Первые, вторые, да даже третьи, которые уже продаются больше года, наверное, 1,5 года. Есть вероятность того, что когда вы приобретете девайс с старым годом выпуска, не молодые, то есть не 2022, к вам придет что-то абсолютно бесконечно разряженное, и вы даже вполне возможно первый раз не сможете их зарядить. И эта проблема, она такая глобальная, так что в год выпуска, если Apple Watch, то берите все-таки 8-е. Если это или какой-нибудь год выпуска уже на упаковке, что вы знаете, уточняйте у продавца, что выпущены эти часы тогда-то. У вас есть вероятность того, что вы получите там старый аккумулятор, но
она ниже, вы же понимаете, правда? Андрей Сиренко, огромное спасибо, что дошел. Не забываем прожать лайк, набиваем 1000 лайков, оставляем стрим, набиваем 2. Я точно завтра утром выхожу в эфир. А если не 2, ну не факт, что утром. Посмотрим уже на месте, когда я выйду. Всем огромное спасибо, что пришли. Напоминаю, меня зовут Саня. И напоминаю, что у нас будет розыгрыш iPhone 14 11 ноября. Вопреки всему, несмотря ни на что, даже учитывая, что этот iPhone у меня уже конфисковали, буду покупать новый. Напоминаю, что 10 смартфонов у меня кануло в лету благодаря тому, что ну, надо мне было, наверное, более трепетно относиться к таможенным законодательствам. Неважно, что ты блогер. Раньше прокатывало. Не везет. Наверное, это из-за уже локации, где я проживаю. Дальше. Восьмое. Возможность подключать нагрудный датчик, датчик канденса и вообще спортивные штуки по подключению. Это тоже важная штука. Какая? Почему важная? Потому что если вы на спорте, вам важно, какой конкретно нагрудник можно подключить. То есть есть же их различные протоколы по подключению. Там, где подключается Polar, не факт, что другой нагрудник подключится. Это нужно копаться, это нужно уточнять. Я тестирую с Polar H10, и одновременное количество датчиков, которые ты можешь подключить, тоже важно. Вы катаете на велике или триатлон. Понятно, что это супер узкая категория, но, допустим, желательно, если ты занимаешься спортом, если ты бегаешь, лишний вес, проблемы у тебя со здоровьем, еще что-то, иметь нагрудный датчик. Потому что либо у тебя супер топовые часы, то есть какие-нибудь супер дорогие часы, они, конечно, без нагрудного датчика измеряют неплохо, если ты не в зале занимаешься. Вот, если ты занимаешься в зале, либо у тебя ограничен бюджет, то Stratos 3, допустим, я, по-моему, сегодня постил, я сейчас посмотрю. Я еще раз буду их вспоминать. Почему? Потому что, ну, это нереально крутой девайс за свои деньги, и если они их будут реально продавать за... Сейчас 5 секунд. Сегодня я постил, да. За 5500 рублей на сейле. Я сейчас вам даже ссылку скину. Ох ты. Нет, не получилось. То есть 5500 рублей за спортивные часы этого уровня. Вот сейчас ссылка на них. С возможностью подключения нагрудного датчика. Это либо какой-то развод, либо... Но с другой стороны, Stratos первые MSFit сливали по 3000 рублей с копейками. Тоже было. Stratos плюс за 3600. То есть такое бывает, потому что спорт, ну согласитесь, вот мой жизненный опыт подсказывает, что люди с большие блямбы покупают это мужики, которые прям настолько далеки от спорта. Не знаю, насколько я далек от алкоголя или табака. То есть, там, я 13 лет не курю, вот они примерно так же, там, полжизни не занимаются спортом. Потому что они большие, крупные, им охота массивные часы, которые недорого им обходятся. И обычно спортивные часы от MSFit, как раз, которые имеют возможность подключения каких-то датчиков, они массивные. И поэтому вот эти вот взрослые мужики, они покупают такие штуки, они выглядят классно, как в наше время, помните, G-Shock и все остальное. Но людям, которые занимаются спортом, очень важно понимать. И очень много отсекается, есть ли возможность подключать нагрудный датчик, ТЧК. Следующее, 9, это внутренняя память, такие фишки, как установки приложений и закачка программ. Это калькуляторы, возможно, они в стоке. Это еще диктофоны, которые часто в стоке. И много всяких примочек. Такое редко бывает в дешевых аппаратах. Обычно программ очень мало. Если это много программ, то это обычно китайские версии смартфонов с китайскими магазинами. Потому что в наших магазинах... Ну, вы поняли. Поэтому на 9 пункте я особо не останавливаюсь. Он тоже сложный. Вообще все сложно. Вы ощущаете? Хоть телефон покупай. Но так оно и есть. К сожалению, 9 пункт это такой. И 10 это возможность отвечать на вызовы, клавиатуры на экране и Bluetooth кнопка с видео. Это специфические штуки. Они тоже всегда дорогие. То есть отвечать на вызов много с чего можно. Микрофон, динамик в наличии, все. Чаще всего голосовой помощник нам бесполезен. А клавиатура экранная есть в очень ограниченном количестве девайсов. Многие могут писать: Саня, это вообще не важно. Ну а почему? Если кому-то она необходима и недостаточно того, обычно эти девайсы имеют возможность, разумеется, отвечать на сообщения какими-нибудь заготовками, но там стабильно какая-нибудь корявая штуковина с
мессенджерами, то есть то они слетают, то еще что-то, то еще что-то. Ну, в общем, если есть клавиатура, хорошо, но уточняйте это заранее, таких вещей мало, и Bluetooth кнопка с видео, это подразумевается, что вы видите видео, когда вы используете как Bluetooth кнопку часы. Это тоже крутая тема, на нее стоит обращать внимание, ее стоит искать, потому что это замена довольно дорогого устройства, если вы, допустим, видеограф. Это однозначно. Не забываем прожать лайк, повторяюсь, что это основная мотивашка наших с вами встреч. Плюс не забываем подписываться на телеграм-канал скидок и участвовать в розыгрыше iPhone 13. 10 пунктов мы с вами обсудили. И самое важное, разумеется, это переход к нашей системе поиска. Первые 10 пунктов мы начнем так же, как вчера с телефонами. Открываю 10-й пункт, начинаем обсуждать. Сегодня был топ-10 этих часов. И на 10-м пункте у нас Amazfit GTS 4 Mini. А GTS 4 Mini чем отличается? Тем, что за малые средства вы покупаете минимальный по габаритам девайс. По большому счету там 1,65 дюйма экран, и он великолепно подходит в первую очередь для женщин. Там Alexa, которой некоторые умеют пользоваться, но особых каких-то суперфишек там нету. 120 спортивных режимов, да и все. Почему они на 10-м месте? Потому что это новинка, там точно не убитый аккум, там точно будут прилетать обновления еще черт знает сколько, и они подойдут подросткам, девушкам и еще много кому. По большому счету плюсик ставим, не забываем, если вы уже посмотрели, и переходим к следующему, потому что не вижу особого смысла слишком долго оставаться на этом деле. Будет ли обзор на обычный Xiaomi 12T? Да, уже пришел и 12T, и 12T Pro, к слову. Следующее, 9-е место, это смарт-часы Huawei Watch Fit 2. Я бы их, если честно, больше отнес бы к, наверное, браслетам, потому что они выглядят, в принципе, как браслет, только большой. Вот, 10 суток автономности, разумеется, все, что они пишут, всегда это дели на 2, разумеется, можно отвечать на Bluetooth звонки, Harmony OS, то есть их нужно покупать только желательно к яблоку. Так они стоят 8800, на сейле они будут, ну не знаю, 7. Когда-то я их покупал за 6 и хотелось бы, конечно, их покупать за 6. В начале, да, на старте продаж в России, по-моему, 6 тысяч. Напомните мне, за сколько мы брали? 6600. Давайте я погуглю, кстати, сразу в телеге, потому что, говорю, очень удобно примерно ориентироваться, сколько они все-таки стоили. Да, 6600 я покупал их, получается 19 июня. То есть 19 июня был старт продаж, 6600 рублей на низком старте. Сейчас они обещают 8800, ну вот сейчас висит ценник. И сколько они будут, ну не знаю, 7. Стоят они 7? Однозначно стоят. Поэтому, если у вас даже не Huawei-ский смарт, хорошие часы, супер топовыми не назову. В описании, еще раз повторяюсь, мы переходим к 8-му пункту. 8-й пункт, сразу же мы проверяем, сколько они выходили. Honor Watch GS 3. Почему летние цены космос? Потому что летом мы покупали через Kiwi, через Kiwi все безумно было выгодно, но нам же это не важно, потому что мы помним рублевый эквивалент, повторять буду 1000 раз. Почему? Потому что хочется нам очень сильно приобретать все дешево. GS 3 стоили 13 тысяч. В принципе, это прилично так. Я на них делал, разумеется, на все это я делал обзоры. Ссылки на обзоры данных девайсов либо в описании, либо в сообществе, я уже кидал его. И то, что они будут стоить десятку, но это выгодно. Это реально выгодно, потому что там есть стандартно у всех, кстати, можно не перечислять, что есть отслеживание уровня кислорода, NFC, точнее GPS, почти у всего. Только у Супер Дэшмана этого нет. Ну и там внешний вид прям супер-мега топ. А если есть возможность брать к смартфону Huawei или Honor, супер, классно, берите. На 7-м месте у нас с AMOLED поковские часики. Поко чистой воды, мосфитовская копия. GPS в них был, они стоили дешево, будут стоить тоже дешево, в долларах 55. То есть все это будет зависеть от курса, ничего там сверхъестественного нет. А если даже они что-то туда допилят, вы всегда должны помнить, что это ультраэконом. Но с другой стороны, если бы выбирать между теми же Poco
разумеется, я бы выбрал какой-нибудь Huawei Watch Fit 2. Но они и стоят в 2 раза практически дороже. Поэтому вопрос дня. Стоит ли это того? Довольно неплохая автономность, хотя они обещают 14 дней, по факту это все будет длиться намного меньше. Там есть GPS, цветной AMOLED-овский дисплей и много всяких приятностей. Неприятно это то, что копия, еще раз повторяюсь, мосфитовских часов, и нам бы хотелось чего-то супер нового, они предлагают нам чего-то супер стандартное. Насколько это грамотно с их стороны? Ну, я не скажу, что грамотно, правильно, но Poco так делает с телефонами, Poco так делает с часами. Мы это едим, мы это принимаем, мы все равно их скупаем. Чтобы вы понимали, допустим, я вижу 135 заказов, но, скорее всего, это было несколько тысяч, они просто-напросто изменили. Очень часто несколько страниц, одна страница под распродажу, одна активная с большим количеством продаж. Для чего это делается? Потому что либо негативные отзывы у топового лота, либо можно проследить цену, за какую они были. Кстати, можно, да, посмотреть Poco Watch, сколько нам выходили раньше. И в какой ценник бы я... Ну, я 3500. То есть я бы дал 3500. 3500, они продавались за 4300 на старте. Дешевле, чем 4300 я не видел. Если будут, хорошо, 3800, 3900, это будет топ. Если будет дороже, можно смотреть и в другие стороны. Ничего критичного в этом не будет. Будет ли обзор на GT Neo 3T завтра? Хорошо? В прямом смысле завтра. Завтра утром, окей? Так, Amazfit T-Rex 2. Это часы, которые мне понравились. Я долбил их в прямом смысле о камень сильно. Как первые T-Rex, я не стал бросать их о кафель. Первые T-Rex у меня погибли. Просто бросив на кабель, ценник у них будет довольно космический. Вообще Amazfit очень сильно не сбрасывают. Насколько выгодно можно было T-Rex 2 приобрести, мы сейчас с вами посмотрим. Мне очень интересно с точки зрения того, как все-таки меняется ценообразование у бренда. 13300, 12600. То есть на низкой цене T-Rex 2. T-Rex 2 можно было покупать за 12200. Если сейчас будет ценник плюс-минус такой же, ну это круто. Но пока я вижу, что будет 14900 и еще купон на $9, но это такое себе. Могли бы и что-то повеселее делать, тем более Amazfit много чего скидывают, те же Stratos 3 они скидывают. Не забываем прожать лайк, кто пришел, 1000 лайков, и мы оставим данный стрим. Надеюсь, со звуком все в порядке. Будут обзор на новые самсунговские часы. Вы читаете мои мысли? Да, я потрачу очень много денег, и я все-таки их приобрету. Почему? Потому что, ну и ладно. То есть потеряю я на перепродаже 1006. Обидно, досадно, но черт с ним. Но дам еще кому-нибудь потестить. На 5-м месте у нас умные часы Xiaomi Watch S1. Гуглить даже не буду. Почему? Потому что 8300 они стоят довольно давно они продаются. Реально довольно давно. Они рекламируются как поковское детище в глобалочке. GPS у них есть. По мне, они, конечно, идеальный вариант для Xiaomi, но не за 8000, а за 1007. Почему? Потому что выглядят они неплохо, ценник у них норм, и звезд с неба не хватает, ничего, каких-то суперфункций нет, ну и ладно. Зато на следующем месте у нас Watch S1. И вот их было бы покупать разумнее. Почему? Потому что глобальная версия стоит в районе примерно будет 10 тысяч. И за 10 тысяч рублей, учитывая, как это дело выглядит, а выглядят они нереально классно, учитывая их функционал, тут и GPS, и AMOLED прям супер топовый, и беспроводная зарядка, ну, разумеется, как у всех. Через Bluetooth, разумеется, вы можете звонить, и все прямо супер. У них а-ля есть оплата, но, опять же, оплату 1000 раз вы должны проверять, и без моих слов. С чем работает, как работает. Спойлер, почти ничего нигде не работает. На 3-е место мы переходим, и потом после 11-го уже веселее будет, потому что на 3-м это S1 Pro, это более эпичная штука. Выглядят они примерно как Huawei Watch GT 3 Pro. То есть это прям супер-супер-мега премиум. Выглядят они безумно дорого. Из интересного, там 2 ремешка в наличии, ну и по большому счету все.
Сань, видео как-то тускловато. Ничего не могу сделать. Ничего. Могу выключить свет. Могу сделать теплый свет. Вот так лучше. Смотрим. То есть, опять же, про этот топ-10 есть наверху свежий топ часов. И вы можете его посмотреть. Поэтому особо дико не хочется мне на них останавливаться. Ведь вы же понимаете, что я бы хотел, конечно, чтобы вы посмотрели этот топ, а потом уже приходили сюда. Лучше стало? Нет. Нет, не становится лучше никак. То есть я себя вижу нормально, но YouTube — это интернет, welcome. С теплым светом лучше, окей. И хочу отметить, да, 13 ноября уже начнется нормальная, адекватная тема. На втором месте у меня умные часы Amazfit GTR 4. Алексу, еще раз повторяюсь, это их умный помощник, который в офлайне работает, некоторые используют. Выглядят они хорошо. Мы же помним, что Amazfit — это, считайте, те же Xiaomi, делали они для Xiaomi, все еще продолжают делать для Xiaomi, и не только браслеты. Дизайн а-ля бизнес, все топово, все шик, блеск, красота, и лучшего они пока не выкатывали, по мне, если брать от что-то из детищ от Amazfit'ов. На первом месте, разумеется, Huawei Watch GT3 Pro. Если вы урвете их, как они обещают, за 18 600 рублей еще будет какой-нибудь купон, как я вижу здесь, на рублей 300. То есть, если вы за 18 тысяч купите Huawei Watch GT3 Pro, то это будет эпичная тема. То есть, это будет круто, это будет классно. Если у вас еще и Huawei-овский смарт, вы будете просто радоваться, и выглядеть он будет реально стоимостью на $1 000 000. Поэтому мы переходим с тихой грустью на 11 место. И это кое-что, что было вне моего топа. Вне топа я вставляю в топ из разряда это какой-то неклассифицируемый, но в моем понимании эпичный девайс. Насколько он вам подойдет, насколько он вам нужен, насколько целесообразен для вас он. Я не знаю, допустим, эти Huawei Watch D я покупал за 56 тысяч, сейчас цена на них 25. У меня покупал человек, который использует их как медицинский прибор. Почему? Потому что там реально манжета, можете читать, смотреть. Активируются они через одно место, то есть чтобы активировать их, нужен мозг. Это не какой-то стёб. Почему? Потому что вам нужно сделать аккаунт от Huawei. Может быть, как-то стало сейчас проще, но вот тогда было так. То есть ты делаешь аккаунт от Huawei, меняешь в программе на Китай, активируешь часы и потом уже пользуешься. Насколько это полезно, может быть, это даже вредно. Почему? Потому что вы сегодня будете их использовать, а завтра этот девайс сыграет с вами злую шутку. Вы будете думать, что он реально может помочь вашему подорванному здоровью, а вы там не вовремя проверите или еще что-то. То есть не будем надеяться на эти штуки, но по моим тестам это очень-очень классная штука, которая реально показывает реальные данные, базируется на реальном положении. То есть ты правильно измеряешь все. Как в аптеке, как у врача. И посмотрите обзор, почитайте отзывы. Если вам нужен медицинский прибор переносной, за 25 тысяч рублей, если еще они и курс скинут, а они курс по-любому скинут, но я думаю, за 23 это просто... Таких аналогов нет. Открывайте Амрон, плачьте и понимаете, что, наверное, это выгоднее. Это выгоднее, в каком-то смысле даже надежнее. На 13 месте у нас, на 12 месте у нас Huawei Watch Runner. Я понятия не имею, откуда здесь, вот я сейчас открываю ценник в 23 тысячи. Почему? Потому что это все дело стоит где-то в районе, по-моему, двенашки. Я, по-моему, даже недавно постил в телегу скидок это дело. Сейчас я вам скажу. Да, 9500 они будут стоить в телеге скидок. Очень советую эту штуку. Их просто продавали не в феврале, по-моему, в марте или в апреле. Их никто не брал, а потом на них был бум. И на них подняли ценники. Может быть, в ритейле дешевле, но мне кажется, дешевле 9500 вряд ли они будут. Для спорта супер-мега-класс, очень классная зарядка. Но вы можете почитать отзывы даже под, опять же, под товаром.
Но лучше форум, лучше задайте вопрос. Для спорта очень-очень-очень мега классные часики. Мне понравились. Все Stratos'ы 3 с дохлыми аккумами купил за 8500 и продал. Ну вот сейчас можно будет и за Stratos'ы 3, это следующий пункт, правильно, вы нашли его. 15 получается, да? А почему нет? 15 кончился. 14? Нет. Тогда 13. Да, 13 пункт. Stratos'ы 3 будут 5500 рублей. Скорее всего, еще будет, скорее всего, еще будет промокод. Не знаю, что у них с аккумуляторами, но опять же, если вы закупитесь Stratos'ами за 5200, они вам придут. Вы на Авито их рано или поздно продадите за 7-8, как здрасте. Это опять же мне так кажется, вы видите, пишете, за 8500 продал. Почему нет? Еще раз, вопросы по часам я отвечу обязательно, как только закончу с перечислением моего топа и объяснением почему. Так вот, к Stratos 3 можно подключить нагрудный датчик, можно закачать туда музыку. Выглядят они супер классно и функционал у них супер классный, только продают их безумно дешево и в основном у них дохлые аккумуляторы. Все правильно написали. Опять же, можно еще и спор открыть. Потому что, мне кажется, Али об этом знает, а они точно не указывают это дело. На 14 месте у нас смарт-часы Amazfit Bip 3 Pro. Про мертвых либо не говорят, либо говорят хорошо. Что мы ждали от Amazfit Bip 3 Pro? Мы ждали автономности больше, чем у бипов. Супер эпичных и нереально крутых вещей. Но этой супер автономности нет, обещают 14 дней, по факту 14 дней там нет, там есть 7 дней в лучшем случае. Из России они выйдут где-то в 4600, может быть в 4500, зависит от курса. Из Китая то же самое. Ну что, для спорта ни нагрудный датчик туда не подключить, никаких там программ, разумеется, нет. Но за 4500 более чем. Опять же, на Stratos'ы можно похимичить эгегей как. Напоминаю, что даже если вы с дохлым аккумулятором купите, он хотя бы день работает, с ними можно будет капитально играться. Вот. Почему-то у меня 15 место, да, кончилось. Вот самое интересное, 14 Amazfit Bip 3 Pro и 15, сейчас я скажу, что. Amazfit Arias. Их раскупили. Что это такое и с чем это едят? Если кто-то помнит, что это за штука, это круто. Они делали только для рынка Китая. Это а-ля защищенные часы, стоили нереально дешево и выглядели они очень-очень-очень круто. Вот сейчас я не знаю, смысл есть. Наверное, смысл есть. Я сейчас вам скину на них ссыль. 15 номер. Обзор. Посмотрите, потому что вот с точки зрения фэшн и функционала мне они понравились. То есть у них есть все, что надо, они стоят дешево, и это такая стильная штуковина, которую ты можешь куда-то там надеть. На 16 месте это старички Samsung Galaxy Watch 4. Кликать на них не буду, смысла нет. Если сможете умудриться их купить где-то в районе 15, я думаю, есть смысл брать. Дороже смысла брать нет. Все хорошо. Apple Watch 7 серии. 17 место, тоже смысла нет кликать. Опять же, с возможностью подключения сотовой связи целлуляр. Они не особо дорогие, они значительно дешевле, чем те же Apple Watch 8. С одной стороны, с другой стороны, внешне не сильно отличается. Решать всегда вам, что приобретать. Можно, скажем так, потестироваться сначала на этом устройстве, а потом уже переходить на что-то более свежее и хайповое, что значительно дороже. Нет, не Z-Blade Arias, лютый дешман, а именно Amazfit Arias Exo. Хотя на Z-Blade я тоже сделаю обзор. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто пришел. Без вас канала бы не было. На, получается, 18 месте у нас Huawei Watch GT 3. Что это такое и с чем это едят? Опять же, радуйтесь те, кто имеет смарты Huawei. Стоить все это дело будет немного, выглядит это все эпично. Функционал стандартный для хуавеевских часов и звонки, но опять же ни eSIM там нету, ничего подобного там нет. Там просто все хорошо с внешкой,
Все хорошо по функционалу, и если танцевать от каких-то 100% адекватных девайсов, Huawei Watch 3, как и Watch GT3, как и Watch GT3 Pro, это из разряда эпичных штуковин. Если брать по ценнику, я сейчас вас сориентирую, в каком момент времени, сколько они стоили. Нет, 3 Pro стоит 18, а, по-моему, трешку я даже не обращал внимания. Я их купил, но не помню, когда, за какой ценник я их покупал. Покупал я на низком старте, получается, 24 мая за 11 тысяч рублей. То есть от этого и танцуйте. Где-то 11, учитывая, что сейчас курс подскочил, это более чем адекватная штуковина. 19 место это Mibra R. Почему они? Потому что GPS-ная версия можно было приобрести за 2600, 2800. Сейчас они какого-то лешего указывают 4000, потом будет еще скидка. Не знаю, сколько они выставят, но где-то 3 с копейками можно купить этот дэшман. Это дэшман, поиграться, если вам нужен GPS, они работают. Они работают и выглядят не худшим образом, я бы сказал. Мне они понравились. Ничего у них не отваливалось, каких-то негативных эмоций у меня к ним не было, плюс это более-менее свежая моделька. MSFIT BPU Pro, старая моделька, чем плюс это в первую очередь в ценнике. Из России можно купить за 2400 будет. Разумеется, у BPU Pro есть возможность не бояться воды, измерять ваш пульс, кислород и еще много всего. Чтобы поиграться, тоже хватит. Внешки моря, по большому счету, это как и все бипы, плюс-минус так же выглядят. Ну вот, наверное, так. То есть смарт неплохие часы, за определенный ценник пойдут. А дальше идут Amazfit GTS 2 мини. То есть мы помним, что уже есть четвертые, но вот это вот 2 мини будут стоить в районе где-то. Обещают 4500, 4300. За 4300 цвет, блеск, красота. Выглядят они примерно так же, как и 4 мини, только стоят в 2 раза дешевле. Ну, не в 2, но на 50%. И я считаю, что это хорошо. Опять же, людям, у которых маленькое запястье, почему не поиграться? Вот их с внешней точки зрения покупать разумнее, чем те же бипы, потому что бипы больше как детские. GT 2E взял себе, да, это хорошие тоже часы. Amazfit GTR 2E, те, кто увидел, те поняли. Обычные, простые, пятерка из России, скорее всего, будет где-то 4800, 4900, выглядит классно. Не убитый аккум, потому что это не старая модель, спокойно сможете ходить и наслаждаться зэповской программой и потом благополучным образом оценивать, стоит ли вам покупать что-то дороже или нет. Еще раз повторяюсь, кстати, до того, как 23 место вы эти Realme Watch GT 2 Pro посмотрите, что по большому счету, что Mi Band 7, Amazfit Band 7 или Xiaomi Band 7 или Huawei Band 7, по большому счету один и тот же функционал. То есть у нас уже топовые браслеты позволяют отвечать на сообщения заготовками. И вы реально понимаете, что вот эта вот функция, что они могут на сообщения отвечать заготовками, она перекрывает практически весь функционал очень многих часов, у которых этого функционала нет. Но стоят эти бенды 2500 рублей, а я рассказываю вам про часы, которые пусть даже хорошо выглядят, но стоят 5000 рублей. Не забываем прожать лайк, 1000 лайков, и мы с вами победим, однозначно стрим останется. 1000 не будет, вполне возможно, я его бахну. Ну и ничего критичного для вас в этом нет, да и для меня, потому что встретились, пообщались, и это самое главное. Огромное спасибо всем, кто пришел. Напоминаю, меня зовут Саня. 11 ноября я разыгрываю iPhone 14. Третий стрим уже за 3 дня. Люди, которые приходят, наверное, уже подустали. Были часы, были наушники. Все сохранил. Теперь браслеты, часы. По браслетам топ еще будет, сразу говорю. 23 пункт это Realme Watch GT, Realme Watch 2 Pro. Глобальная версия, у нас GPS в наличии. Что вам еще надо? Защита от влаги, разумеется, тоже в наличии. Для смартфонов Realme самое то. Не скажу, что они намного лучше выглядят, чем Amazfit, но, и, наверное, консультирую я по цене, ну тут какое-то но, 5000 это они загнули. Я бы дороже 4,5 не брал.
никакие. Ну ладно, 5. 5 вот 5 это прям потолок. 4900. Я даже посмотрю, за сколько я брал. Мне кажется, что даже Realme Watch GT2, Realme Watch 2 Pro я брал за какой-то адекватный ценник. И то, что они сейчас предлагают, это какая-то дичь. 3700. 3700 я брал их в январе. Потом они стали стоить 4. И потом понеслась душа в рай. Что-то у них с кукушкой не то. В общем, 3700 вы услышали. Это январь. Никакого там космического курса не было. Ну, может, они сбросят. То есть до 4000 есть смысл рассматривать, если у вас телефон Realme, а свыше 4000 рассматривать нет вообще никакого смысла. Но это опять же мое субъективное мнение, вы можете его не придерживаться. На 25-м MXFit BIP 3 с MSFit'ами мы уже оскомину набили, ничего там супер эпичного нет, ценник тоже не эпичен, 3500. Плюс-минус все как у всех, можем переходить к 26-му месту, просто надежная штука. Здесь у нас чуть ли не самые эпичные часики, которые являлись прародителями всех Xiaomi-тов. Это Amazfit Watch Kala второй версии. Я когда-то на первую версию, я, по-моему, на все даже вот то, что до этого было, только начали зарождаться эти часики, начал покупать. Опять же, не у Яблока они были изначально, потом уже Китай смог их более-менее прилично копировать. На данный момент, к сожалению, из приличных копий, ну вот то, что мы видим, то и видим. Не забываем прожать лайк, может быть 500 хотя бы набьем, все-таки до серединки дошли. Рано или поздно должны победить. Так вот, Kala 2, наверное, верхний ценник это 1007,5. Почему? Потому что нет смысла в них дороже. Примерно так я их и покупал. Окей, даже проверю, потому что у нас в основном стрим посвящен, уже объяснили, зачем и что покупать, посвящен тому, что стоит и за какие деньги приобретать, если, точнее не если, а когда у вас придет сейл. Не вижу. Он еще на прошлый сейл продавался. Kala первые за 6000. Ну, наверное, эти. 6500. Предел. То есть плюс-минус те же тапки, только в профиль. Вторая версия вышла. Должны бы были продавать немного адекватней. Но опять же, это мое мнение. Можете писать, кстати, ценники по вашему мнению в чате. Потому что мне интересно, как вы оцениваете те или иные девайсы. Watch 5 бери. Сколько попугаев набирают часики, да? Diza Watch 2. Вот это, опять же, бренд Realme, его суббренд, который должен быть а-ля дешевым, и Realme Diza Watch 2, Diza 2. 3500 как-то они загнули. Почему? Потому что, по мне, наверное, они должны стоить до 3000 рублей, и тогда есть смысл за ними бежать. Это выгодно, да. Я вообще их покупал за 2066 рублей. Чтобы вы понимали, вот сейчас они ценник держат 3400. Ну, опять же, я уверен, что у них мозг появится, и они станут их продавать дешевле. 28 место. Redmi Watch 2 Lite. Это Xiaomi-шки. Упрощенные, у них а-ля. Сейчас скидка и а-ля они стоят 3500. По факту это все обман зрения, разумеется. И стоят они также 3500 стоили даже, получается, в декабре 21-го. То есть это безумно старенькая модель. Нет, подождите, это первые стоили. Нет, 2 Lite. Да, они в декабре 21 года, то есть им больше года, не больше год. Поэтому ориентируйтесь на стоимость. Realme Watch 2 Lite 4200 получается. 4000. 3400. 3400 на низком курсе. Да нет, нормальный ценник. То есть если у вас смартфон Redmi, можно и рассмотреть за 1003. Почему нет? Обычные Diza даже комментировать не буду. Они где-то должны быть в 1500 Diza Watch. Предел. То есть если вы покупаете Realme Diza Watch дороже, чем... Сейчас посмотрим. 4600. 4600 их закупка была тогда. И можно похимичить, конечно. Может быть, они будут вам интересны.
Но модель сама по себе не супер новая. Поэтому если вы будете брать, то берите где-то за 1500, за 1700. И я считаю, что это, конечно, предел. Недорого. Так, 29-й. 28-й. 29 это Мибралайт 3800, слишком дорого, при том еще 1000 они требуют за доставку, даже комментировать не буду. Часы интересные, прикольные, простые, верхний ценник 2500, пошли дальше. 30 Huawei Fit Mini. Что это такое? Это супер женские часы, то есть это вот просто про женщин. Помните, когда-то у них были браслеты, я не помню, как назывались, доставало, можно разговаривать было как в hands-free. Вот это была идея. Сейчас идея в том, чтобы понравиться только женской аудитории. По большому счету, идея неплохая, реализация так себе, потому что ценник конский, не видел я их в ритейле в нашем. Мне кажется, в нашем ритейле будет супер конский ценник, внешне они женщинам нравятся, но это все. То есть продавать их была проблема, я их продал, забыл и пошел дальше. Почему? Потому что материалы топ, все топ, кроме ценника. Ценник вообще оверпрайснутый лютый. Я даже не буду консультировать, я, по-моему, за 1007 их приобретал. То, что сейчас я вижу, это бред. Amazfit GTR 2 новая версия. Напоминаю, что они обновили в 2022. Вы не попадете на старый аккумулятор, но в то же время это все равно у вас будут GTR-ки 2. Вот, и сколько они стоили в обновленке, я сейчас вам сообщу. 7000. 7300 я покупал, сейчас они 8500 у вас показаны, купоны, ну, в общем, купоны 600 рублей. То есть 7900, где-то 7300, как они были, так они, наверное, и будут стоить. Я бы 7000 за них отдал. Просто красиво, пусть даже старенький вариант, ну и что. 33 место, Amazfit GTR 3 Pro. Вещь эпичная, вещь классная, но я считаю, что ценник в 13 900 не обоснован. То есть можно было бы сделать дешевле. Поэтому лечу дальше. И вряд ли они дешевле будут продаваться. TicWatch 3 Pro Ultra и вообще все TicWatch это исключительно для фанатов. Сейчас будет много девайсов для фанатов. Если вы хотите доказать всем, что ваши часы лучше и вы тиквачист, и вот эти вот 1500 заказов, это одна из ваших заслуг, либо ваших товарищей, которые рассказывают, что у них супер большое количество фидбэка, у них мега большие, не знаю, мега большая любовь к вам, ну ок. Но я по поводу этого вообще очень даже другого мнения. Кстати, почему-то у меня TicWatch выпал с магазин с промокодами. Я не знаю, к чему это все. То есть там 2 купона, большое обещание распродажи, 1000 рублей с 3000 рублей скидка. Это все, мне кажется, будет лабутень, но кому надо, сейчас я скину. Кто хочет подколоть кого-то, кто хочет купить TicWatch, пожалуйста, можете смотреть. Я еще раз повторяюсь, я против TicWatch, но я понимаю, что бешеное количество людей покупает их. Я про них рассказывал. Они тогда стоили 20, по-моему, 5. Сейчас они стоят 14. Если они будут стоить 12, ну, накажите себя. Может, продадите. А дальше идут Huawei Watch 3, которые кончились. Очуметь. Это был эпичный момент. Они только-только были. То есть их раскупили. Watch 3 классно выглядят. И в общем, для Huawei супер-мега топ. После этого идет Red Magic. Red Magic это бренд, который бы я ни в коем случае не покупал. Но если у вас смартфон Red Magic, либо вы хотите подколоть подростка и подарить игровые часы с фразой «Ну вот тебе супер-мега часики, ходи и выделывайся в 7-5 классе», вариант неплохой. 4500, welcome. Еще и купоны есть. Я думаю, где-нибудь за... Ну не знаю, где-то за 4300 вы их купите. Вы их купите, и ребенок будет рад. Пусть недолго, но рад. И вы будете рады, что он не будет долго ходить и выделываться часами, за которые ему голову пробьют. Не будет жалко, когда он их отдаст. Майма – это часы на 39 месте. Хорошие часики, стоили супер-мега копейки. Сейчас стоят чуть-чуть дороже, а Alexa есть. Их скидывают уже даже сейчас 2900.
Мне кажется, что они будут еще и 2200. За 2000 рублей почему не поиграться? Не худший вариант развития событий. А вот дальше идут Мейза. Вот это худший вариант развития событий, но в отличие от TicWatch, есть же люди, которые реально ходят с Мейзу. И вот этой вот супер маленькому количеству людей, которые мне постоянно кидают ссылки на старые их модели смартфонов и говорят: Саня, покупай, а потом мы у тебя купим за 30% стоимости, потому что ты не сможешь эти часы продать. Не забываем прожать лайк, набьем 1000 лайков, я уверен, что оставится стрим. Так я на сутки, наверное, оставлю его мариновать, не набьется 1000 лайков, наверное, бахну, потому что вы видите качество стрима, и мне кажется, что люди, которые будут, не люди, а YouTube, который будет потом оценивать мои ролики, будет считать, что я подлец и не будет ничего рекомендовать, потому что у меня плохого качества стрима. Так вот, Meizu Watch, за какой ценник бы я их купил? 18600 висит, предел 13. Ну вот. То есть это предел. Максимум, вот самый-самый предел. И мне кажется, еще и аккумулятор там будет убитый. Я когда свои подзаряжал, они у меня год валялись. Это была дичь. Дальше идут ZPE Circle. 3400. Welcome. Побежали, купили. 3400 там, по-моему, 3200 я скидывал. 3400. Очень классно выглядят. Это по большому счету те же MSFIT. И у них неплохо так получается. Дальше идут Halo. Прикольно было у них то, что был магнитный ремешок LRS 4+. И на этом, наверное, история заканчивается. Но как аксессуар за 3000 рублей они выглядели классно. Поэтому я их однозначно могу вам советовать, даже не покривя душой. То есть это вещь-вещь. Откуда стримишь? С планеты Земля, Серега Уланов. Дальше следующий момент. Это RS3, LS04 кончились, почему-то стоили 8400. Я уверен, что за 2-2,5 их можно будет приобрести. И, ну, это хорошо. Хороший девайс, неплохой. Мне он нравился. Потом, девайс, которым можно подколоть кого угодно, кто вам не нравится, это вам выйдет не в большие деньги. То есть 2900 они обещают на сейле Дуги D11. На фотке они выглядят эпично, в жизни они просто нереально убогие материалы, но не худшее ПО. Посмотрите обзор, я удивился. То есть это не полное дно. Рекомендовать к покупке, опять же, для врага, почему нет? Кому-то на халяву уксус сладкий, вот примерно то же самое. Дуги нормальные вещи. Посмеяться, посмотреть на реакцию. Так, после этого идет MSFIT GTS. Их скидывают иногда. Вот сейчас за 3800, если в районе 3200 будут MSFIT GTS скидывать, для красоты, на подсъемы, еще что-то. За 3 с копейками экран цвет блеск. Понятно, что это 2 года с лишним назад была модель выпущена, но если она у вас запустится, то очень даже хорошо. Рекомендовать их тоже могу, без зазрения совести. Сань, есть ли смысл поменять аккумулятор на стратосах третьих? Я не знаю, народ менял. Дальше идут Stratos Plus, которые уже разобрали. Потому что их я постил за 3200, и вот их разобрали. Там было сапфировое стекло, это первые стратосы, тоже можно было подключать нагрудный датчик, трансфлективный дисплей. Хорошие часы, задешево, можно перепродавать. GTR 3, предел 8000, но они так не будут, они будут стоить 10100, как обещает производитель. И Neo, опять раскупили, да что ж такое. Дальше MSFIT Neo, и это были одни из моих любимых часов. Я не понимаю, как так. Я перед стримом проверял. Стоили они в районе 2000 рублей, оранжевые они до сих пор у меня, но я их с собой не взял. Apple 7, Apple 8. И последнее место. Это MSFIT T-Rex Pro, это те часики, которые у меня убил сын одним ударом. В принципе, за 1008 их брать можно. 7500. Новые. Думаю, они вас будут радовать. Саша, дальше можно номер называть. Хорошо. И вне обзора. Ультра от Apple. Опять же, вы видите сейчас на Яме ценник 68. Я думаю, что реально будет ультру купить. Я буду покупать.
Я уверен, что реально будет ультру купить за 1050. Реально. Мне кажется, что уже плюс-минус где-то так их уже и продают где-то. И 8-й Apple плюс Samsung Galaxy Watch 5 Pro. И я их куплю. То есть я вам перечисляю то, что я однозначно куплю, что мне интересно, безапелляционно. Поэтому я могу вам рекомендовать, потому что если у вас Apple Watch и вам нужны противоударные часики, у вас вариантов нет, будете покупать как Apple Watch, как iPhone 13 вот по цене этой Apple Watch. Но единственное, да, что у них реплик просто море уже. За 2000 рублей можно без проблем купить. То есть получается на Яме самый дешевый ценник. Так странно для одной из расцветок. Ладно, 67 830 рублей я даже, наверное, запостю. Очень интересный стрим, Александр, вы молодцы, но пора отдыхать. Завтра на работу. Всем приятного вечера. Огромное спасибо всем, кто пришел. Не забываем прожать лайк. Пишите, какие у кого еще вопросы. Завтра в какое время, пишем в комментариях, если кому-то интересно будет, в какое время устраивать стрим. Потому что завтра с утра будет рекомендованный мой смартфон за 20 тысяч рублей. Может, он будет 21. Я очень надеюсь, что они сделают все-таки 20. Очень, очень. И обзор тоже бахну, может быть, даже с 9 утра. Я надеюсь, вы поддержите его лайком, репостом. Огромное спасибо, что пришли. Еще раз напоминаю, что кому не жалко, прожмите. Кому не жалко, подпишитесь. Давайте попрощаемся. Роман Зайцев, Джокер, Вундеркинд, Пиес, Сорокин, Мока Гуд, Вулф, Слипи, разумеется, Опоссум, если ты дошла. Bad News, огромное спасибо, что пришел. Надеюсь, ты открыла подписки. Дмитрий Гордиенко. И я понимаю, что 3 стрима подряд это жестко, сильно. Я вам благодарен, что вы дошли. По поводу царапин, царапается все, нужно покупать обязательно защитную пленку, по-другому никак. Всем добра, спасибо за стрим. По-простому рассказал, завтра будет расширенный, может быть, пообщаемся плотнее, да?